Сицилия под водой. Мощный циклон вызвал наводнение и оползни. Как всего за несколько часов улицы Мессины превратились в бурные реки, и почему стихия затронула даже туристические зоны. Подробности прямо сейчас на канале «Горизонт событий». В период с 15 по 16 октября по острову Сицилия прошел мощный циклон, спровоцировав проливные дожди, наводнения и оползни в нескольких регионах. Сильнее всего пострадало Ионическое побережье, а также отдельные районы в центральной части острова. В районах Мессины и Таормини за 5 часов выпало до 174 мм осадков, что привело к резкому подъему уровня воды и подтоплениям. В коммунах Сант-Алессио-Сикуло и Форца-д'Агро затопило улицы, подземные переходы и участки дорог. Ключевые трассы были перекрыты для движения. Похожая ситуация наблюдалась и в других прибрежных населенных пунктах, таких как Литаяни, Калатабьяно и Кастельмоло. Пострадали также и туристические зоны. Сообщалось о перебоях с электричеством и водоснабжением. Сильные ливни были зафиксированы также в центральной части Сицилии, пострадала коммуна Викарии в провинции Палермо. Осадки привели к локальным подтоплениям и перебоям в движении транспорта и пешеходов. На улицах образовались бурные потоки воды. Движение на ключевых трассах было временно остановлено из-за затопления. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения, расчистке дорог и восстановлению электро- и водоснабжения. Бдительность охранника предотвратила трагедию на трамвайной остановке в турецком городе Кайсери. В четверг он в последний момент оттащил от приближающегося трамвая невнимательную женщину, которая вдруг решила перейти пути, не заметив приближающейся опасности. По данным оператора городского транспорта Кайсери Улашем Аше, женщина была в наушниках и не слышала предупреждающие сигналы и шум приближающегося трамвая. Водитель трамвая также успел среагировать, применив экстренное торможение. На кадрах также видно, как спасенная женщина благодарит охранника, пожимая ему руку. «29-летнему Джонатану Риндеркнехту, обвиняемому в умышленном поджоге, повлекшем за собой один из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, теперь грозит до 45 лет федерального тюремного заключения. Федеральное большое жюри выдвинуло против него 3 обвинения, сообщили представители Министерства юстиции США. По данным следствия, 1 января 2025 года, вскоре после полуночи, Риндеркнехт, работавший таксистом Uber, намеренно устроил небольшой пожар в каньоне Темескаль, недалеко от популярной пешеходной тропы. Пожарная служба Лос-Анджелеса быстро локализовала это возгорание, известное как пожар Лахмана. Однако огонь продолжал тлеть под землей в густой растительности, и через неделю, 7 января, сильные ветры Санта-Ана раздули его до масштабов крупного лесного пожара, получившего название «пожар в Палисейдс». Пожар в Палисейдс унес жизни 12 человек, уничтожил почти 7 тысяч строений и выжег около 9460 гектаров земли. Следователи использовали геолокационные данные с iPhone Риндеркнехта, которые показали, что он находился в нескольких метрах от очага возгорания в момент начала пожара. В ходе интервью 24 января Риндеркнехт солгал о своем местонахождении, но данные мобильного телефона опровергли его слова. Риндеркнехт был арестован 7 октября во Флориде и ожидает экстрадиции в Калифорнию. Риндеркнехт нанял известного адвоката Стивена Хейни-старшего, который ранее представлял интересы таких звезд НБА, как Мэджик Джонсон. Хейни заявил, что Риндеркнехт стал козлом отпущения и обвинил власти в небрежности, которая привела к такому ущербу. Дело о пожаре в Палисейдс продолжает вызывать широкий резонанс. Обвинения в адрес Риндеркнехта подчеркивают серьезность последствий его действий. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Один из десантных кораблей класса «Капана» военно-морских сил Венесуэлы сел на мель недалеко от порта Кумареба.
Согласно сообщениям в венесуэльских социальных сетях, судно набирает воду. Корабль сел на мель в 175 милях к северо-западу от Каракаса. Как сообщают СМИ, корабль участвовал в военных учениях по подготовке к обороне страны. На борту находилось около 300 человек. Судьба судна остается неизвестной. Информация о пострадавших пока не поступала. Недавний взрыв и пожар в автомастерской на Мейпл-авеню в Хиллсайде привели к разрушению 6 предприятий и оставили 31 человека без крова. По предварительным данным, причиной инцидента, произошедшего ночью, стал взрыв газового баллона во время сварочных работ. Из-за разлива легковоспламеняющихся химикатов и повреждения газовой линии усложнилось тушение пожара. Он стал более опасным и перерос в масштабный пожар 5-го уровня. Пожарные боролись с пламенем в течение 12 часов. В тушении участвовали несколько пожарных расчетов. 2 пожарных получили травмы, их состояние не уточняется. Ведется расследование для установления всех обстоятельств и причин трагедии. На севере Брикстона, в южной части Лондона, в мусоровозе взорвалась батарея электросамоката и возник очередной пожар, который пожарные с трудом смогли потушить. Это не случайность, а уже система. По данным лондонской пожарной службы, возгорания от аккумуляторов стали самой быстро растущей причиной пожаров в столице. Только с августа по сентябрь 2025 года в Лондоне произошло 189 пожаров, вызванных литий-ионными батареями, электровелосипедов и самокатов. Это на 92% больше, чем за весь 2023 год. В Нью-Йорке ситуация катастрофичней. За тот же период 27 смертей и 303 пожара от таких устройств. Пока власти продвигают экологичный транспорт, они закрывают глаза на смертоносные последствия. Дешевые батареи, купленные на Amazon, горят как напалм, а производители не несут ответственности. Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло вчера в индонезийской провинции Папуа. Эпицентр толчков находился примерно в 200 километрах к западу от города Джаяпура. Глубина залегания очага составила 35 километров. По данным представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате землетрясения были серьезно повреждены 20 домов и 3 церкви в деревне Мафентор в округе Западное Восточное побережье. К счастью, сообщений о погибших или раненых не поступало. Французская семья из 5 человек пережила драматичный инцидент у побережья Португалии, когда их 11-метровая парусная яхта Ти-Фаре была неоднократно атакована стаей касаток, что привело к ее затоплению. Инцидент произошел на прошлой неделе в пятницу примерно в 84 километрах к юго-западу от Пениша. В вечернее время на яхту, на борту которой находились супружеская пара и их 3 детей, напала стая касаток. Многократные удары морских млекопитающих повредили корпус судна, что привело к быстрому набору воды. Семья успела подать сигнал СОС и пересела на спасательный плот. На сигнал бедствия первым откликнулось рыболовное судно «Силмар», которое находилось поблизости, оно и подобрало семью. Позднее португальские ВВС направили вертолет, который эвакуировал пострадавших с рыболовецкого судна. Пострадавшие были доставлены на берег. В настоящее время спасенной семье оказывает поддержку сотрудники французского консульства. Это уже не первая атака касаток на суда у берегов Пиренейского полуострова. С 2020 года отмечается увеличение числа таких инцидентов. Ранним утром во вторник жители Гумбольдта и других регионов юго-востока США стали свидетелями пролета яркого метеора, который вспыхнул в ночном небе ослепительно-зеленым светом. Запись этого зрелищного явления была сделана камерами видеонаблюдения полицейского департамента. Некоторые источники отмечают, что метеор, вероятнее всего, был частью метеорного потока Южные Тауриды, который активен в октябре и ноябре. По данным портала space.com, яркий зеленый болид мог быть фрагментом кометы Энке.
Китайская компания Unit 3 Robotics продолжает удивлять общественность, демонстрируя все более совершенные навыки своего человекоподобного робота. В последнем видео версия Kung Fu Малыш, версия 6.0, показала невероятную ловкость и устойчивость, выполняя сложные приемы восточных единоборств. Благодаря 43 суставам G1 демонстрирует высокий уровень координации и плавности движений, что позволяет ему выполнять не только боевые приемы, но и танцевальные па. Как объясняет сама компания, такой прогресс стал возможным благодаря усовершенствованным алгоритмам и использованию метода Simulation to Reality, при котором движения сначала отрабатываются в виртуальной среде, а затем переносятся на реального робота. Хотя демонстрация боевых искусств привлекла наибольшее внимание в Unit 3, видит потенциал G1 не только в развлечениях, но и в других областях. В будущем он может быть полезен в сфере физиотерапии, в поисково-спасательных операциях, на фабриках и складах. В новом столичном жилом комплексе произошел опасный инцидент, который едва не стоил жизни рабочему. С 50-го этажа сорвался крупный стеклопакет, который упал прямо перед сотрудником, стоявшим внизу. Мужчине чудом удалось увернуться от падающей конструкции. По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв троса, который использовался для перемещения конструкции. Застройщик и правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и выяснения причин обрыва троса. Сильный ливень обрушился на город Баринас в штате Баринас в Венесуэле. Всего за 2,5 часа выпало около 200 мм осадков, что спровоцировало резкий подъем уровня воды в городе. Наводнение затронуло центр города, а также площади Боливара, Эль-Парапоро и Сан-Элеутерио. Всего пострадали 6 районов, многие автомобили застревали в потоках воды. Застигнутые врасплох стихии жители пытались спасти свое имущество. В некоторых домах уровень воды поднялся до колен, причинив значительный материальный ущерб. Власти объявили чрезвычайное положение, направив сотрудников службы гражданской защиты и пожарных в пострадавшие районы для оказания помощи населению и оценки масштабов разрушений. Это наводнение стало одним из самых серьезных за последнее время в регионе, ситуация остается напряженной. Точных данных о пострадавших и эвакуированных нет. В ночь на среду жители Пуэрто-Рико и других островов Карибского бассейна наблюдали в небе яркий метеор, который озарил небо. По данным местных астрономов, явление, по всей видимости, является частью метеорного потока Ориониды. Ориониды — это метеорный поток, оставленный кометой Галлея. Земля регулярно проходит через шлейф обломков, оставленный ею. Хотя метеор был замечен 15 октября, пик активности метеорного потока Ориониды ожидается в ночь с 20 на 21 октября. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.